Наклонная плоскость L разделена на три участка. Каковы длины этих участков, если скатывающийся по наклонной плоскости шарик проходит эти участки за одинаковое время? Известно, у нас длина наклонной плоскости L, и что разделена она на три участка, где шарик, скатывающийся по этим участкам, проходит участки за одинаковое время. Можно сказать, что T1 равно T2 равно D3. Нужно определить длины этих участков. Наклонная плоскость у нас будет здесь изображена вот таким образом. Мы еще не знаем, какие длины этих участков. Мы знаем только, что общая длина этой наклонной плоскости равна L. Обозначим длину этого участка S1, этого S2, этого S3. Время, на которое проходит шарик на этих участках, одинаковое. T1, время, которое проходит шарик по этому участку. И по этому участку, когда проходит шарик, будет тоже время T1. И здесь, естественно, тоже время T1. Запишем путь S1, который выразим его через время T1. Так S1 у нас будет равно какое-то ускорение, мы еще не знаем, а что множится на T1 в квадрате, деленное на. Теперь давайте запишем, чему равно S2. S2 будет равно весь путь, который прошел мимо S1. S2 равно А умножить. Какое время у него будет? А время-то у него будет 2T1 в квадрате, деленное на 2. Но это же весь путь, который он прошел. А надо отнять расстояние S1. А S1 равно чему? Минус S1. Равно, пишем, А на 4T1 квадрат, деленное на 2, минус S1. А S1 у нас чему равно? А T1 квадрат, деленное на 2. Тут 4, тут 1. Можно записать, что это будет 3T1 квадрат, деленное на 2. Вот этот участок, вот его длина. 3А3 квадрат, деленное на 2. Вот всего этого участка, у нас же формула вся. Время у нас известно. Это двойное время. Отняли кусочек. У нас получился вот этот участок. Получается он в 3 раза больше, чем этот участок. Пойдем дальше. S3 чему равно? Время, которое проходит шарик за S3, равно 1, 2, 3. То есть 3 времени T1. Вот это весь путь, который пройдет шарик, будет равен на 3T1 в квадрате, деленное на. Но это же весь путь. А нам нужно отнять вот эти два пути. Этот путь и этот. От этого всего пути мы должны отнять сумму этих двух. Мы отнимаем отсюда S2, и мы еще отнимаем отсюда S1. То мы получаем А, что множится на 9T1 квадрат, деленное на 2, минус S2. S2 что будет? Минус 3АT1 квадрат, деленное на 2, и минус S1, минус АT1 квадрат, деленное на 2. Равно, смотрите, мы можем тут вынести за скобки АТ квадрат, деленное на 2. Выносим АТ квадрат, деленное на 2, что в скобке 9, минус 3 и минус 1. Получается 5АТ1 квадрат, деленное на 2. Получили такие значения, давайте их отдельно запишем, чтобы они были как-то под рукой. S1 равно АТ1 квадрат, деленное на 2. S2 равно 3АТ1 квадрат, деленное на 2. И S3 равно 5АТ1 квадрат, деленное на 2. Но ведь сумма этих трех участков S1 плюс S2 плюс S3 будет равно L. Мы можем сказать, что L равно S1 плюс S2 плюс S3. Давайте вместо вот этих значений S1, S2 и 3 поставим значения, которые мы здесь получили. L равно первое АТ1 квадрат делить на 2. Второе плюс 3АТ1 квадрат, деленное на 2. И плюс 5АТ1 квадрат, деленное на. Что мы можем здесь сделать? Посмотрите, везде во всех этих слагаемых есть один общий множитель. АТ1 квадрат, деленное на 2. Давайте его вынесем за скобку. L равно T1 квадрат делить на 2. Выносим за скобку. Значит, вместо первого остается единичка, вместо второго остается троечка, и вместо третьего остается пятерка. Будет равно 9 умножить на T1 квадрат, деленное на 2. А теперь давайте считаем вот этот T1 квадрат, поскольку у нас он везде присутствует. Выразим его через L. T1 квадрат равно L делить на 2. L делить на 9 равно T1 квадрат делить на 2. Теперь посмотрите, что у нас получается. S1 равно T1 квадрат делить на 2. Он просто равен L делить на 9. S2 равно 3, что множится на АТ1 квадрат делить на 2. Вместо АТ1 квадрат подставляем вот это значение L делить на 9. Будет 3 умножится L делить на 9. Ну, можно сократить, будет L делить на 3. И последнее, S3 равно чему? 5 умножится на АТ1 квадрат делить на 2. Вместо этого значения подставляем его L делить на 9. Получается 5 умножится на L делить на 9 равно 5L делить на 9. При одинаковом времени прохождения по этим участкам, время одинаковое прохождение, они разделятся на вот такие пропорции. Отдельно напишем. Первый участок S1 будет равен L делить на 9, второй участок S2 будет равен L делить на 3, и последний третий участок будет равен 5L делить на 9.